Всем привет! В прошлом видео мы с вами сделали вот такое кафе. Давайте продолжим его делать. Заходим во вкладку затемнения и поменяем освещено на маткап. Уберем галочку «Показать окрашивание». Включим каркас. Заходим в меню объектов и добавляем куб. Топологию его изменяем до 0. Включаем гизмо. Давайте утвердим. Заходим в режим вид сверху и передвигаем куб сюда. Уменьшаем его размер до размера бортика. Теперь растянем высоту. И передвинем влево. Подкорректируем его ширину по ширине бортика. Копируем и сдвигаем вправо. Снова копируем, отодвигаем влево и уменьшаем его размер. Растянем высоту. Теперь зайдем в меню объектов и нажимаем «Добавить массив». Число x ставим единичка, число z увеличиваем до 10. Размер z позволяет нам регулировать расстояние между этими столбиками. Нажимаем «Утвердить». Выбираем Keep Instances и подтверждаем. Теперь выбираем один из столбиков, копируем его и поворачиваем на 90 градусов по оси X. Растягиваем в длину. И поднимем немного вверх. Выбираем весь этот заборчик, копируем его и перемещаем. Давайте вернемся назад и выберем еще вот эти две детали. Теперь скопируем и перемещаем. Снова копируем. Повернем по оси Y на 90 градусов. Сделаем вид слева и переместим. Теперь подкорректируем размер за красную точку. И поставим на место. Выберем вот эту деталь, копируем, перемещаем сюда и поворачиваем по оси X на 45 градусов. Размещаем вот здесь. Зайдем в меню объектов, выберем эту деталь и перенесем из группы вот сюда. Теперь выберем один столбик, копируем и перемещаем. Снова заходим в меню объектов, выбираем его в группе и переносим вниз. Копируем и перемещаем. Снова копируем, перемещаем и так далее. Выбираем все детали
этого перила, копируем и установим вот сюда. Здесь можно нажать «Совместить», также выбрать вот это перила и совмещаем. Выбираем инструмент «Выбрать», лассо и выберем все вот эти два перила и основание. Нажимаем на гизму и клонирование. Сдвигаем сюда и опускаем вниз. Выберем такой столбик, копируем его, немножко сюда перемещаем, заходим в меню и этот столбик вытаскиваем из группы. Растягиваем высоту, сделаем лесенку. Копируем, снова копируем и поворачиваем по оси Z. Копируем, делаем ступеньки. Теперь выбираем все детали лесенки. Давайте еще раз проверим, так ли мы выбрали. Вот выбираем лестницу, совместим все эти детали и перемещаем ее сюда. Развернем на 45 градусов. Нет, это слишком много. Давайте развернем на 15 градусов. Нажмем привязку и сдвинем лесенку. Теперь выберем вот этот заборчик, выбираем всю группу, копируем и размещаем его вот здесь. Выбираем табуретки, копируем и переставляем на второй этаж. Возьмем инструмент «Разделить» и лассо и отделим одну из табуреток. Так, давайте сейчас заходим в группу кафе, найдем эти табуретки. Так, вот та табуретка, которая выделилась у нас. И мы ее копируем, сдвигаем, снова копируем и немного уменьшим, сделаем стол. Вернее, увеличим. Увеличим в размере, сделаем стол. Хорошо. Добавляем конус
Так, давайте мы его удалим. Выберем стол. И теперь добавим конус. Угу. Теперь конус добавился по центру стола, что нам и надо. С помощью гизмо поднимаем его наверх, немножко сплющиваем в высоту. Теперь давайте опустим пониже. Это будет зонтик. Заходим в топологию и делаем 6. Теперь утверждаем. Берем инструмент обрезка и прямоугольник. Обрезаем нижнюю часть. Включаем «Выбрать маску» и маскируем всю эту деталь. Теперь заходим в параметры маски. Изменяем толщину на 0,1. ОК. И нажимаем «Извлечение». Можно, давайте сделаем лучше 0,2. Маскированную деталь удаляем. Так, а эту немножко пониже опустим. Теперь добавляем цилиндр. Уменьшаем. И растягиваем длину. Заходим в топологию. Разрешение по Y делаем минимальным. Разрешение по X немного уменьшаем. И нажимаем «Утвердить». Теперь добавим куб. Включим гизмо. Установим вид сверху и переместим куб вот сюда. И увеличим в размере. Теперь включим вид справа и опустим куб вниз и уменьшим его высоту. Теперь зайдем в топологию и изменим ее на 2. Разрешение по Y тоже 2 сделаем. И утверждаем. Берем инструмент «Выбрать маску», прямоугольник и выделяем вот этот внутренний прямоугольник. Теперь инвертируем, включаем гизмо, сделаем поуже и растянем в высоту. Опустим немножко вниз за зеленую стрелочку. Очищаем маску. Теперь делаем вид сзади. Инструментом «Выбрать маску» и прямоугольник выбираем вот такой прямоугольник, инвертируем и с помощью инструмента гизмо растянем в ширину. Маску очищаем. Далее выбираем вот это окошко, маскируем его. Здесь маску убираем. Заходим. Так, давайте еще замаскируем дверь. Включим инструмент «Снять маску» и уберем ее там, где она нам не нужна. Теперь зайдем в параметры и нажимаем «Разделить». Эти детали пока скроем.
Давайте сделаем вид справа и выберем нижнюю часть. Так. Нажмем «Разделить» и удалим. Теперь маскируем стены. Поставим толщину единица, ОК, и нажимаем «Извлечение». Так, плюс поменяем на минус и нажмем «Извлечение». Эту деталь замаскированную удалим, она нам не нужна. Включим. Откроем вот эти детали, окошко и двери. И нам нужно их разделить. Давайте зайдем в режим соло, выберем инструмент «Разделить» и прямоугольник. Теперь у нас эти две детали стали по отдельности. Выберем сначала окно, включаем мультиразрешение, ставим галочку и нажимаем два раза на подразделение. Инструмент «Выбрать маску» и прямоугольник. Выбираем вот этот прямоугольник, инвертируем, нажимаем пальцем на экран, включаем инструмент «Гизмо» и за внешний круг растягиваем равномерно вверх и вниз. Теперь за зеленую стрелочку потянем, за зеленый кружочек потянем, чтобы растянулся у нас вверх и вниз. Включаем маску и очищаем ее. Теперь зайдем в инструмент «Отладка», прокручиваем вниз и ставим здесь галочку. Пальцем нажимаем вот на эти места, которые у нас тут некорректные, в правом верхнем углу и в левом нижнем углу. Снова заходим в отладку и убираем галочку. Инструмент «Выбрать маску прямоугольник», выбираем прямоугольник и нажимаем «Разделить». Скроем пока. Теперь выберем раму, замаскируем. Толщину, так, у нас стоит толщина -1. Давайте нажмем на «Извлечение». Выйдем из режима соло. Да, эта толщина нас устроит. Включаем гизмо и сдвинем раму немножко внутрь. Выберем вот эту замаскированную плоскость и удалим. Теперь откроем внутреннюю деталь. Зайдем в режим соло. Нужно ее выбрать. Мультиразрешение. Выбираем внутренний прямоугольник, инвертируем и с помощью гизмо растягиваем. Так, давайте вернемся назад. И снова заходим в мультиразрешение и нажмем еще раз. Замаскируем внутренний вот такой прямоугольник, инвертируем и с помощью гизмо потянем за синий кружочек. Очистим маску и замаскируем теперь вот эти два прямоугольника. И нажмем «Разделить». Скроем эти детали, выберем раму, замаскируем и извлекаем. Вот эту деталь удаляем, выходим из режима соло, включаем гизмо и сдвигаем раму внутрь внешней рамы. Вот эти детали, которые мы скрыли, их можно открыть, сдвинуть внутрь. Теперь заходим в материалы и меняем на аддитивный. Добавим куб. Топологию уменьшим до 0 и утвердим.
Теперь уменьшим куб в размере. За зеленый кружочек растянем высоту, немножко сплющим. Переместим сюда. Возьмем инструмент «Выбрать маску» и замаскируем нижнюю часть. С помощью гизмо растянем верхнюю. Очистим маску. И немного изменим размер. Поменьше сделаем. Заходим в меню объектов и добавляем радиально. Выбираем радиально X. Изменяем число. Давайте сделаем 9 элементов. Заходим в меню объектов, выбираем эту строчку и потянем вверх за зеленую стрелочку. Теперь выберем эти две строчки вместе, потянем за внешний круг, вот этот вот желто-оранжевый, растянем. Переместим вниз за зеленую стрелочку. Теперь давайте снова зайдем сюда и увеличим еще количество элементов. Вот, сделаем 12. Выбираем вот эту строчку. И подкорректируем размер за зеленый и синий кружочек. Еще немножко подкорректируем. Хорошо, теперь выбираем радиально и нажимаем «Утвердить». Совмещение дочерних узлов. Да? Заходим, берем инструмент обрезка, прямоугольник и удаляем нижние детали. Далее добавляем плоскость. Поворачиваем ее по оси Z на 90 градусов. Уменьшаем. Заходим в топологию и делаем Y единица, а X двойка. Утверждаем. Зайдем в режим соло. Маской выберем нижнюю горизонтальную линию, инвертируем и поднимем эту линию в центр плоскости. Очистим маску и выберем вот эти две точки, инвертируем и с помощью гизмо опускаем вниз за красную стрелочку. Очищаем маску и выбираем вот эту область. Заходим в параметры маски и нажимаем «Разделить» и удалим ее. Теперь замаскируем горизонтальную линию вот эту, инвертируем и за красную стрелочку опускаем вниз. Маску очищаем. Выбираем правую часть. Гизмо, ось и перемещаем ось в центр. Ось отключаем и поворачиваем по оси. Так, нет, пока, вернемся назад. Вот мы перенесли эту линию вниз. Теперь замаскируем вот эти нижние две точки, инвертируем и растянем за синюю точку. И за красную стрелочку поднимем немножко вверх. А маску очищаем. Снова выбираем вот эту правую часть. Включаем гизмо, ось и передвигаем ось в центр. Ось отключаем и поворачиваем по оси X на 90 градусов. Маску очищаем, маскируем вот эту часть, инвертируем, включаем гизмо, ось, переносим ось вот сюда, выключаем и поворачиваем по Y на 45 градусов. Маску снова очищаем, маскируем вот эту часть, гизмо, ось, переносим ось вот сюда,
Так, стоп. Значит, возвращаемся назад. Мы забыли инвертировать. То есть выбираем вот эту часть, инвертируем. Теперь гизмо-ось. Поднимаем ось вот сюда. Выключаем и поворачиваем по Z на 45 градусов. Поднимаем. Маску очищаем. Теперь маскируем всю эту деталь. Заходим в параметры маски. Толщина 0,3 и извлечение. Вот эту плоскость, замаскированную, вернее, деталь мы удаляем. Выходим из режима соло. Выбираем, значит, вот эту всю деталь и поворачиваем по X на 45 градусов. Включаем, нажимаем кнопку «Привязка» и перемещаем вот сюда. Немного уменьшим за вот этот оранжевый кружочек и сдвигаем к стене. Добавляем конус. Уменьшаем и располагаем над нашей вот этой конструкцией. Заходим в топологию. Так, сейчас сюда переместим. Заходим в топологию и изменяем на 4. Раскроем топологию и Y уменьшим до единички. Можно немножко поменьше сделать. Утверждаем. Далее добавляем цилиндр. Уменьшаем. Поворачиваем на 90 градусов по Z. Еще немного уменьшим. Хотя нет, наоборот, нужно увеличить. Так. Зайдем в топологию цилиндра, изменим ее, уменьшим и утвердим. Теперь берем инструмент обрезка, линия, и обрежем. Так, вернемся назад. Обрежем лишние части цилиндра. Угу. Теперь нам понадобится плоскость. Давайте ее добавим. Повернем. Утвердим. Зайдем в режим соло. Включим мультиразрешение. И на подразделение нажмем несколько раз. Каркас можно выключить. Берем маску. Заходим сюда. Меняем его положение. Здесь устанавливаем. Далее. Альфа. Нужно загрузить файл. Я подготовила файл с номером дома. Это PNG файл с прозрачным фоном. Вот мы его загрузили. Далее устанавливаем стилус в центр плоскости и растягиваем. Заходим в параметры маски. Толщина пусть будет 0,3. Включим сглаженность и нажмем на извлечение. Выберем плоскость и удалим ее.
Теперь выберем вот эту цифру. Так, она у нас выбрана. Включим каркас. Зайдем в упрощение и будем упрощать, пока это возможно. Пока не изменяется форма, не нарушается гладкость формы. Так, выйдем из режима соло. Значит, эту единичку с помощью гизмо перемещаем вот сюда. Можно ее немножко увеличить. Давайте вот этот домик скроем. Это тоже скроем. И с помощью инструмента «Выбрать» выберем весь этот номер дома вместе. Так. Уберем. Включим гизмо и сделаем немножко поменьше. Откроем то, что мы скрыли. Теперь давайте выберем вот эту дверь. Зайдем в режим соло, мультиразрешение и нажмем один раз на подразделение. Инструмент «Выбрать маску» и замаскируем вот эту часть. Зайдем сюда, разделить. Так, вернемся назад и выключим сглаженность. Нажимаем на «Разделить», удаляем вот эту деталь. Оставшуюся маскируем. Сделаем толщину 0,7 и нажмем на «Извлечение». Выходим из режима соло. Сдвинем получившуюся дверь немножко вглубь, внутрь. Теперь добавим тор. Повернем его по оси Z на 90 градусов. Уменьшим. Расположим на том месте, где у нас будет ручка находиться. Так. Делаем вид снизу и посмотрим. Да, она находится по центру, все хорошо. Теперь выберем, так, вот наша дверь и ручка. Мы выбираем обе детали, копируем, перемещаем. И давайте повернем ее. Так, стоп. Ну хорошо, ничего страшного. Вот так повернули. Выбираем ручку и перемещаем вниз. Снова выбираем эту дверь. Включаем ось и перемещаем ось вот сюда. Выключаем и поворачиваем по Y на 45 градусов или, в принципе, на любой градус, для того, чтобы сделать дверь просто приоткрытой. Теперь давайте скопируем вот этот светильник. Включим инструмент «Выбрать» и выберем все его детали. Включаем гизмо и нажимаем «Копировать». Перемещаем сюда. Так как ранее у меня все детали металлические были объединены в одну группу для удобства окрашивания, поэтому они у нас также скопировались. Так, теперь берем инструмент обрезка и лассо и убираем лишнее. Снова берем инструмент «Выбрать», выбираем весь светильник и включаем гизмо. Повернем его по Z на 90 градусов.
и расположим вот здесь. Далее выбираем, добавляем плоскость, поворачиваем по X на 90 градусов, топологию так утверждаем, заходим в мультиразрешение и нажимаем на подразделение. Теперь убираем каркас, включаем режим соло, берем маску, проверяем штрих, должен быть здесь. В альфу загружаем PNG-файл с надписью. У меня это надпись «Пекарня». Далее устанавливаем стилус в центр плоскости и растягиваем. Заходим в параметры маски, выбираем необходимую толщину, давайте сделаем 0,3. Включаем сглаженность и нажимаем на извлечение. Выбираем плоскость, удаляем ее. Включаем каркас, заходим в упрощение и нажимаем «Упростить». Выходим из режима соло. С помощью гизмо давайте повернем это слово на 90 градусов по Y и перетащим вот сюда. Включим каркас. Выровняем размер этого слова «пекарня» до размера аналогичной вывески на соседнем здании. Теперь снова поворачиваем на 90 градусов и перемещаем сюда. Размещаем эту вывеску по центру дверей. Далее с помощью инструмента «Выбрать» берем вот эти две детали, копируем их, перемещаем сюда, поворачиваем. И размещаем вот здесь. Далее добавляем плоскость. Поворачиваем по Z на 90 градусов. Утверждаем. Заходим в мультиразрешение и нажимаем на подразделение. Убираем каркас и включаем соло. Берем инструмент маска. В альфу загружаем PNG-файл с изображением кренделя. Он у меня уже загружен. Ставим стилус в центр плоскости и растягиваем. Заходим в параметры маски. Толщину устанавливаем единица, сглаженность 100. И нажимаем на извлечение. Плоскость удаляем. Включаем упрощение и нажимаем «Упростить». Выходим из режима соло, включаем каркас. Крендель немножко уменьшаем и располагаем на вот этой подставке. Выберем вот эту деталь и немного ее, без привязки, немножко ее развернем по X. Поднимем вверх. Крендель снова выбираем, уменьшим и откорректируем его расположение.
Зайдем в меню объектов и добавим куб. Изменим его топологию до 0 и утвердим. Включим вид сверху и увеличим этот куб в длину и ширину по размерам наших построек. Опустим вниз. Заходим в материалы и меняем непрозрачный на смещение. Непрозрачность чуть-чуть уменьшаем и отрегулируем толщину этого параллелепипеда так, чтобы нижняя его часть была чуть ниже, чем вот это окошко. Теперь снова заходим в материалы и ставим непрозрачный. Делаем вид сверху, берем инструмент обрезка, симметрию выключаем, смотрим, чтобы была нажата Boolean функция и прямоугольник. Сначала выберем вот эту часть и вот эту. Еще вырежем вот здесь прямоугольник. Заходим в меню объектов, открываем основание, выбираем его, включаем вид справа и поднимаем основание, чтобы нижние части обоих оснований сравнялись. Теперь вид снизу устанавливаем и изменяем размеры этого основания по габаритам вырезанных отверстий. Копируем это основание, поднимаем вверх. Так. Выбираем основание, копируем и поднимаем вверх. Изменяем его размер. Будем делать спуск сюда, вот в нижнюю часть, значит, к дверям пекарни. Выберем вот это основание, снова сделаем его слегка прозрачным. Выбираем вот эту деталь. Увеличиваем высоту. Немножко подлиннее сделаем. Теперь берем инструмент «Выбрать маску» и выбираем вот эту точку. Вот видим, что она замаскировалась. Инвертируем, нажав пальцем на экран, включаем гизмо и за зеленую стрелочку тянем вниз. Очистим маску с помощью гизмо. Изменим размер, поменьше сделаем. Теперь давайте выберем ступеньку, одну ступеньку, копируем, повернем по Y с привязкой на 90 градусов. Перемещаем вот сюда, увеличиваем длину.
Располагаем ее здесь. Это будет верхняя ступенька. Копируем. Перемещаем вниз. Здесь будет нижняя ступенька. Так, вот эту деталь давайте мы вернем непрозрачность и скроем пока, чтобы она нам не мешала. Вот. А из этих ступенек сейчас будем делать лестницу. То есть копируем и перемещаем. Последнюю ступеньку скопируем и расположим вот здесь. Вот, лестница готова. Откроем скрытую деталь. Скопируем еще раз одну ступеньку. Развернем по Y и по Z. Так, сделаем вид сверху. Расположим этот бортик здесь, растянем его. И опустим вниз. Скопируем, перенесем вправо. Скопируем и сформируем бортики вот здесь. Копируем, поворачиваем, стыкаем. Копируем и перемещаем. Выберем перила и копируем их. Повернем по Y на 90 градусов. Зайдем в режим соло, берем инструмент обрезка и одно перило удаляем. Теперь давайте выберем еще спуск и ступени. Берем перила и располагаем их вдоль спуска. Убираем привязку и повернем по X так, чтобы длинная линия перила шла вдоль линии спуска. Можно вот здесь эти две линии рядышком разместить и подкорректировать так, чтобы они были параллельны друг другу. Теперь располагаем перила на необходимой высоте. Далее берем инструмент «Выбрать маску», лассо и маскируем верхнюю часть. Теперь включаем гизмо и потянем за синюю стрелочку вправо, чтобы столбики стали вертикально.
Убираем маску. Берем инструмент Gizmo. Можно сделать вид сверху и переместить перила сюда. Зайдем сюда, берем, так вот у нас выбраны перила, нажимаем на 3 точки и отделить. Теперь все детали встали по отдельности, и мы можем их удалить. Можем удалить лишнее. Выбираем вот эту длинную деталь, убираем привязку и потянем за зеленый кружочек внутрь. Теперь берем инструмент «Выбрать маску», маскируем вот эту точку, инвертируем маску и с помощью гизмо тянем вправо и вверх за зеленую стрелочку. Очищаем маску и выходим из режима соло. Теперь делаем вид справа, берем инструмент «Выбрать» и выбираем пальму. Копируем и разместим ее рядом с пекарней. Сделаем фургончик. Добавим плоскость. Повернем ее по оси X на 90 градусов. Зайдем в топологию и изменим X, сделаем 0, а Y 3. Утверждаем. Маской выбираем вот эту горизонтальную линию, инвертируем. Так, давайте вернемся назад и выберем маской вот эту всю область. Теперь включаем гизмо и ось. Зайдем в режим соло и поднимем ось вот сюда. Теперь ось выключим и повернем по X на 90 градусов. Очистим маску, замаскируем вот эту всю часть, включим гизмо, ось и опустим ось сюда. Выключим ось, выключим привязку. Давайте эту верхнюю часть немножко растянем, вот так вот длину, высоту, и повернем примерно на такой угол. Теперь очистим маску, замаскируем вот эту часть, включаем гизмо, ось, опускаем ось сюда и перемещаем сюда. Ось выключаем и поворачиваем по оси X. Очищаем маску. С помощью гизмо немножко сузим. Так. Теперь заходим в мультиразрешение, ставим галочку и нажимаем 2 раза. Галочку убираем и еще 3 раза. Делаем вид спереди. Берем инструмент «Выбрать маску». И выбираем прямоугольник. Заходим в параметры и нажимаем «Разделить». Теперь давайте
2 раза нажмем на соло и еще раз выберем прямоугольник. Снова нажмем «Разделить». Пока скроем этот прямоугольник. Выберем обе эти детали. Сначала нажмем на деталь, которая у нас первая. В параметрах маски толщина будет 0,5 и нажимаем на извлечение. Мы забыли замаскировать. Сначала маскируем. Теперь нажимаем на извлечение. Так, выбираем вот эту, удаляем. Теперь выбираем вот эту маленькую деталь. Маскируем ее. Толщину оставим то же самое и нажмем на извлечение. Так, вот эту удаляем. А плоскость, которая у нас вот образовалась, это будет стекло. Заходим в материалы и выбираем аддитивный. Выберем вот эту деталь и добавим плоскость. Повернем плоскость по оси X на 90 градусов. Сузим. Немножко опустим вниз. И зайдем в режим соло. Открываем топологию. И делаем X 0, а Y единица. Утверждаем. Маской выбираем нижнюю часть. Включаем гизму, ось. Опускаем ось вот сюда. Выключаем. Убираем привязку. И поворачиваем по оси X. Теперь маску очищаем. Повернем весь вот этот элемент. Выйдем из режима соло. Замаскируем эту деталь. И нажмем... Так, давайте вернемся назад. Сначала надо зайти в мультиразрешение. Нажмем на подразделение, уберем галочку и 3 раза нажмем. Теперь маскируем и извлекаем. Так, вот это удаляем. Включаем гизму. И расположим вот здесь. Давайте выберем вот эту деталь и упростим. Теперь выберем вот эту и то же самое. И вот эту тоже. Берем инструмент «Выбрать». Выбираем все детали вместе. Уменьшим их в размере. Теперь зайдем в режим соло. Выберем нижнюю деталь. Сделаем вид справа. Берем инструмент «Трубка» и «Путь». Нарисуем вот такой отрезок. И нажмем на зеленую точку. Уменьшим радиус. И переместим точку нижнюю вот сюда. Копируем. Перемещаем сюда. И сдвигаем вниз.
Давайте пока вот так растянем, чтобы видеть. Копируем ее, перемещаем. И обе детали так, сдвигаем вниз. Выключаем гизмо и заходим в параметры трубки. Изменяем Y до минимального значения. Будет единичка. И утверждаем. Выбираем вот эту трубку и то же самое. Утверждаем. Теперь выбираем вот эту трубку, копируем ее, поворачиваем по X, по Z, вернее, на 90 градусов и поднимаем вверх. Увеличиваем. Снова копируем. Тянем за колечко, за оранжевое, чтобы увеличить радиус. И теперь стягиваем за зеленый кружочек. Заходим в топологию, изменяем Y до минимального значения и утверждаем. Теперь копируем и перемещаем вправо. Выберем вот эту трубку, также у нее изменим топологию и утвердим. Теперь выберем вот эту трубку. Разрешение Y делаем единичку. Утвердим. Добавим Tor. Повернем его по оси Z и уменьшим в размере. Теперь выберем вот эти две трубки вместе и нажмем «Совместить». Далее, так, нам нужно снова выбрать все вот эти элементы, чтобы видеть. Так, выбираем вот эти две, берем инструмент «Выбрать маску» и выделяем верхнюю часть этих трубок. Теперь инструмент Gizmo и, так, давайте включим ось, повернем их, так, уберем повязку и повернем, чтобы они были вдоль трубок. Убираем ось и продлим вот сюда. Маску очищаем, выбираем вот эту трубку, копируем, поворачиваем по Z. Так, вернем привязку, повернем. Опускаем, так, чтобы это был центр колеса. Поворачиваем, делаем вид спереди и перемещаем. Так, потянем за зеленый кружочек. Давайте выберем колесо и сплющим его чуть-чуть. Так. Хотя нет, так некрасиво. Назад. Уберем гизмо и потянем за оранжевый, за зеленый кружочек. Вот так. Теперь заходим в топологию и по Y немножко уменьшим. По X тоже. Так.
Утверждаем. Ага, так, у нас куда-то делось. Видимо, не скопировался вот этот элемент. Давайте его еще раз выберем. Копируем. Поворачиваем по Z. Перемещаем. И вот сюда. Выберем вот эту деталь, сделаем вид сзади и возьмем инструмент трубка и путь. Нарисуем горизонтальную линию. Нажмем на зеленую точку и включим профиль. Давайте профиль изменим. Значит, чтобы сделать одну выступающую деталь, возьмем инструмент Gizmo, увеличим. Это будет сиденье. Вид сзади и уменьшим длину. Давайте скопируем эту деталь и пока отодвинем в сторону. Снова вернемся к первой детали, заходим в топологию и уменьшаем x и y до минимальных значений. Утверждаем. Берем инструмент трубка, путь и нарисуем ручку. Поручень. Нажимаем на зеленый кружочек и на профиль. Перемещаем поручень вот сюда. Включим вид справа и уменьшим его за синий кружочек. Так, сначала настроим расположение левого края, потом изменим положение справа. Заходим в топологию и изменяем также до минимальных значений. Утверждаем. Копируем и перемещаем. Выберем эту скопированную деталь, увеличим. Уберем гизму и изменим параметры профиля. Включим вид сзади и изменим размер. Давайте лучше включим вид спереди, сверху. Так понятнее. Так, уменьшаем. Заходим в топологию и также изменяем до минимальных значений. Утверждаем. Берем инструмент «Выбрать маску» и маскируем левую часть. Берем гизму и растягиваем в длину. Очистим маску. Включим вид спереди и возьмем инструмент обрезка и прямоугольник.
правой части отрежем небольшую деталь. Для того, чтобы у нас получилась вот такая сетка. Инструмент «Выбрать маску» и прямоугольник. Выбираем будущее окно. Заходим в параметры и нажимаем «Разделить». Эту деталь пока скрываем, выбираем фургон и маскируем его. В параметрах ставим shell минус 0,1 и нажимаем на извлечение. Теперь открываем скрытую деталь и выбираем ее. Внутри этой детали также выбираем прямоугольник и нажимаем «Разделить». Скроем его пока, выберем раму, замаскируем. Толщину давайте изменим, сделаем 0,5. И нажмем «Извлечение». Даже можно побольше. Давайте единичку поставим. ОК. И извлекаем. Так, вот если мы ее скроем, выберем вот эта рама замаскированная, мы ее удаляем. Снова включаем раму, которую мы извлекли. И откроем все детали, чтобы они у нас, все детали этого фургона, чтобы мы их видели в режиме соло. Теперь выбираем раму и сдвигаем внутрь. Откроем вот внутренний этот прямоугольник. Так, опять он минус 1 появился, ничего страшного. Маскируем его. Толщину единицы давайте пока оставим. Сейчас посмотрим. Нажмем на извлечение. Нет, давайте поменьше. Сделаем 0,5. И извлекаем. Так, вот эту деталь удаляем. Снова выберем все элементы конструкции фургона. Выбираем вот это окно, гизму и перемещаем внутрь рамы. Установим вид справа, включим ось и перетащим ось. Так, давайте немножко так вот, чтобы нам видно было, куда переносить ось. Вот сюда. Теперь ось выключаем и поворачиваем по Z, приоткрываем окно. Хорошо, добавляем куб. Заходим в топологию и изменяем до 0. Уменьшим размер. Так как у нас была выбрана деталь, вот эта открытая деталь, уже повернутая, то новый куб, который мы сейчас сделали, добавили, он также с таким же углом поворота добавился. Но нам нужен другой угол, поэтому с привязкой на 90 градусов повернем по Z. И расположим вот здесь. Так, вид спереди. Теперь справа. Немножко растянем и опустим вниз. Поуже сделаем. Копируем и перемещаем вправо. Теперь давайте выберем вот эту раму и добавим еще один куб.
Уменьшим топологию до нуля и сделаем подоконник. И утвердим. Так, выберем вот эти стойки и тоже их утвердим. Выберем поручень и откроем мультиразрешение. Нажмем на подразделение 2 раза. То же самое с этим поручнем. Теперь выберем колесо и копируем его. Увеличим в размере. Уберем гизму, потянем за зеленый кружочек и за оранжевый. Скорректируем размер колеса. Так, можно немножко поменьше его сделать. Теперь переместим его к переднему колесу и выровняем эти колеса по нижней границе. И теперь снова возвращаем на место. Это колесо можно утвердить. И это тоже утверждаем. Добавляем цилиндр. Уменьшим его и сделаем из него ось. Зайдем в топологию. Y изменим до минимального значения. Z тоже единичку поставим. И X немножко уменьшим. До 18 примерно. И утверждаем. Выбираем подоконник, копируем его. Поворачиваем по X на 90 градусов и уменьшаем. Подвинем, чтобы по центру был. Теперь выберем колесо и уменьшим его непрозрачность. Выбираем вот эту деталь и устанавливаем по центру колеса. Возвращаем колесу непрозрачный вид. Выбираем вот эту деталь снова и нажимаем «Добавить радиально». Здесь устанавливаем 10. Заходим в меню, сюда в меню и выбираем вот эту строчку. Выйдем из режима соло и потянем вверх за зеленую стрелочку. Теперь снова заходим сюда, выбираем обе строчки вместе и тянем вниз за зеленую стрелочку. И располагаем по центру. Так, зайдем сюда, выберем верхнюю строчку и нажмем «Утвердить». Совмещение дочерних узлов. Да. Теперь нам нужно выбрать колесо и вот эти спицы. Копируем. Сделаем вид спереди и переместим. Так, давайте. Вот вид сзади. Выберем ось и ее расположим по центру. Берем инструмент «Выбрать» и с помощью лассо выделяем все элементы нашей конструкции. Берем инструмент гизмо, вид справа и поднимаем вверх так, чтобы колеса стояли на плоскости. Перемещаем влево и располагаем
там, где этот фургончик будет стоять. Выберем фургон и добавим плоскость. Растянем ее в длину. Теперь расположим посередине колеса. И уменьшим. Так. Заходим в топологию и делаем по Y3, так, 2 по Y2, по X 0. И утверждаем. Маской выбираем две вот эти вертикальные полоски, инвертируем маску. И с помощью гизмо растянем в стороны. Теперь маску инвертируем, берем гизмо и потянем вниз за зеленую стрелочку. Очистим маску, снова гизмо возьмем, еще подкорректируем размер. Теперь замаскируем всю эту деталь, зайдем в параметры и нажмем извлечение. Вернемся назад, уменьшим толщину. Давайте сделаем 0,3, ОК, и извлечение. Даже можно потоньше. Давайте 0,1, ОК, и извлечение. За красный кружочек уменьшаем размер. Вот то, что у нас тут это вылезло, это мы выбираем и удаляем. Так, так сделаем. Теперь заходим в мультиразрешение и нажмем на подразделение. Вернемся назад. Сначала нажмем, включим вот здесь галочку, нажмем на подразделение 2 раза. Теперь галочку убираем и еще 2 раза нажмем на подразделение. Так, что у нас тут? Теперь выберем навес и копируем его. Переносим сюда, уменьшаем в размере, поворачиваем по Z, еще уменьшим. Теперь сделаем вид справа и отрегулируем длину. Берем инструмент обрезка, прямоугольник и обрежем ближнюю часть. Добавим куб. Давайте выберем фургон, гизмо и добавляем куб. Топологию изменяем до 0. Уменьшаем в размере. Так, сделаем двери для фургона.
Копируем и сдвигаем. Немножко надо поуже сделать. Вот эту давайте удалим. Эту копируем и переместим. Двери будут закрыты, поэтому мы не будем делать, там, прорезать отверстия. Добавим тор. Утвердим сначала. Теперь добавим тор. Повернем. Уменьшим. Сделаем ручки. Зайдем в топологию и изменим, уменьшим ее. Утвердим, копируем и переместим. Теперь заходим на вкладку затемнения и маткап поменяем на освещено. Нажмем «Показать окрашивание». Свет у нас, эти источники света, они у нас из первого видео остались. Так. Проводя тремя пальцами по экрану, можно изменять расположение источников света. Заходим в меню объектов и нажимаем кнопочку «Добавить». Ставим галочку вот здесь и добавляем плоскость. Поворачиваем ее по Y и размещаем перед машиной. Уменьшим в размере. По размеру двери. Нажимаем «Утвердить», копируем и переносим сюда. Теперь заходим в материалы, в текстуры. Вот здесь нажимаем вот на этот квадратик, добавить фото и выбираем PNG-файл без фона. Так, он отобразился в перевернутом виде, поэтому давайте его по Y, по Z, вернее, повернем на 180 градусов. Скроем каркас и передвинем сюда к двери почти вплотную. Теперь выберем вот эту сетку, плоскость вернее. Снова заходим в текстуры, выбираем вот эту текстуру. Также поворачиваем по Z и перемещаем. Вот эту еще выберем. Немножко ближе к дверям перенесем.